Пожиратель Луны носит престижный титул Верховного Старейшины Лофу. Как носитель наследия Лазурного Дракона, он служит хранителем Древа Амброзии. Однако, этот некогда почетный титул превратился в обузу для Дань Хэна, обычного молодого человека, ищущего искупления за грехи своего прошлого воплощения, Дань Фэна. События на территории Чешуйчатого ущелья бросают тень на некогда уважаемый титул, превращая его в проклятие, которое Дань Хэн намерен преодолеть в рамках Звездного Экспресса. Следуя по пути разрушения и наносит мнимый урон, имбибитор Лунай становится игровым персонажем со сложной историей. Несмотря на внушительную внешность с рогами на голове, наследие Верховного Старейшины на Лофу, он просит друзей обращаться к нему просто как Дань Хэн. Встреча происходит на территории Звездного Флагмана, где в далеком прошлом, отмеченном обвинениями судей, развернулось предательство предыдущего хранителя, господина Дань Фэна. Они утверждали, что погоня Дань Фэна за силой изобилия привела к появлению мерзости и разрушительному падению чешуйчатого ущелья. Некогда почитаемый Верховный Старейшина не только нарушил процесс наследования важнейшего титула Сяньчжоу, но и совершил злодеяние, вошедшее в список 10 непростительных мерзостей. Будучи реинкарнацией одновременно величия и ужаса, Дань Хэн существует, чтобы искупить грехи прошлого. Несмотря на то, что он долгие годы избегал своей судьбы, скрывая свою силу в Лофу, он наконец открывает свою истинную форму. Путь к искуплению и принятию своей двойственной природы разворачивается по мере того, как имбибитор Лунай стремится примирить свое прошлое с нынешним существованием. Преимущества и недостатки Пожирателя Луны. Преимущества. Сила пути разрушения. Пожиратель Луны следует пути разрушения, выделяется как сильнейший ДД персонаж, отлично справляющийся как с одиночными целями, так и с групповым уничтожением врагов. Универсальность геймплея. Уникальные геймплейные механики, включая трату очков умений на усиление базовых атак, обеспечивают разнообразие и увлекательный опыт для игроков. Доминирование в одиночном и групповом контенте. Пожиратель Луны способен эффективно справляться с высокоуровневым контентом в одиночку, а его универсальность распространяется и на групповые сценарии, предлагая надежного героя для решения различных внутриигровых задач. Независимость от эйдолонов. Пожиратель Луны – самодостаточный герой, хорошо проявляющий себя даже на уровне Е0, без сильной зависимости от эйдолонов. Бонусы пробуждения, хотя и полезны, но воспринимаются скорее как дополнительные плюсы, чем как необходимость. Недостатки. Зависимость от ульты. Пожиратель Луны в значительной степени полагается на ультимативное умение, чтобы получить доступ к чешуе дракона, эквивалент очков умений, которая необходима для усиления базовой атаки. Эта зависимость влияет на общую стратегию игры. Несовместимость с некоторыми путями. Плохая совместимость с членами путей небытия, изобилия, сохранения и гармонии, которые регулярно расходуют очки умения на свои способности. Идеальная поддержка героя, активирующая умение раз в несколько ходов, а затем использующие базовые атаки. Ограниченная совместимость с другими способами нанесения урона. Пожиратель Луны может плохо сочетаться с представителями других путей, наносящих урон, такие как разрушение, охота и эрудиция. Основным источником урона, для которых служит умение. В роли второстепенного ДД его общая полезность в отряде снижается. В целом, Пожиратель Луны – сильный и универсальный персонаж с уникальными игровыми механиками, хотя он отлично проявляет себя в различных сценариях. Игрокам необходимо эффективно расходовать энергию и учитывать состав команды для достижения оптимальных результатов. Лучшие световые конусы для Пожирателя Луны. Фирменный световой конус, ярче солнца. Преимущества. Значительный прирост силы атаки даже на первом ранге. Бонус к шансу крита. Повышает скорость восстановления энергии, что способствует более частой активации ульты «Очистить мир». Позволяет сосредоточиться на получении приоритета на планарных украшениях и пещерных реликвиях. Альтернативные световые конусы. О падении Эона. Получается в магазине Герты. Преимущества. Улучшается до максимального уровня за несколько недель активного режима виртуальной вселенной. Увеличивает силу атаки на 32-64%.
Значительное увеличение урона против врагов, уязвимых к мнимому элементу, особенно при пробивании уязвимости. Под голубым небом. Преимущество. Увеличивает шанс крита на 3 хода после победы над врагами. Эффективно против боссов и сильных врагов, окруженных более мелкими приспешниками. Облегчает балансировку статов. Кроты приветствуют тебя. Преимущество. Повышает силу атаки на 3672 каждый ход. Хорошо сочетается с регулярным использованием Пожирателя Луны, базовой атаки, умений и суперсилы. Бежать некуда. Преимущество. Повышает силу атаки. Обеспечивает пассивное исцеление после убийства врагов. Подходящая альтернатива при отсутствии других рекомендуемых конусов или для решения проблем с выживаемостью в ежедневном и еженедельном контенте. Падение небес. Преимущество. Стартовая опция, повышающая урон базовой атаки, может быть поднят до 5 ранга в начале игры, является 3-звездочным конусом. Выбор правильного конуса зависит от предпочтений игрока, стиля игры и конкретных потребностей Пожирателя Луны в различных сценариях. Поэкспериментируйте с различными конусами, чтобы найти тот, который дополнит вашу стратегию и улучшит общую производительность Пожирателя Луны. Реликвии и украшения для Пожирателя Луны. Реликвии. Головорез бандитской пустыни. 4 части. Преимущества. Ситуативные бонусы к шансу крита и урону крита. Первый положительный эффект активируется персонажами Пути Небытия, поддерживающими постоянное ослабление врагов. Второй эффект активирует статус заключения после пробития мнимой уязвимости. Рекомендации. Идеально подходит при наличии полного комплекта и представителя Пути Небытия в группе. При отсутствии такого рассмотрите сборку 2х2, то есть 2+2. Стрелок дикой пшеницы. 4 части. Преимущество. Универсальный набор, выигрывающий от повышенного базового урона атаки. Дополнительный прирост скорости, снижающий потребность в скорости в первичных или вторичных статах. Украшения. Звездистая арена. Преимущество. Лучший набор для Пожирателя Луны, дающий значительный бонус к базовому урону атаки. Для активации бонуса необходим шанс крита не менее 70%. Небесный фронтир Глатимера. Преимущество. Альтернатива при отсутствии вышеперечисленного набора. Обеспечивает постоянный бонус к силе атаки. Предлагает пассивное увеличение всего исходящего урона. Требуется повысить скорость Пожирателя Луны минимум до 135 единиц. Запечатывающий космос-станция. Преимущество. Универсальный набор планарных украшений, дающий 24% прибавки к силе атаки. Повышает урон персонажа при использовании базовых умений. Условия. Требуется минимум 120 единиц скорости. Примечание. Баланс между статами, атаки и общим уроном очень важен для Пожирателя Луны. При выборе реликвий и украшений учитывайте конкретные требования к набору, составу группы и индивидуальному стилю игры. Оптимальный выбор может варьироваться в зависимости от имеющегося снаряжения и направленности вашей сборки Пожирателя Луны. Статы экипировки. Тело. Основной крит урон, вторичная коэффициент крита. Ноги. Основной. Скорость, вторичная процент атаки. Сфера. Основной. Мнимый урон. Веревка. Основной процент атаки. Субстаты. Коэффициент крита приоритетный. Крит урон тоже приоритетный. Второстепенная по приоритету сила атаки и скорость. Приоритет отдавайте коэффициенту крита и крит урона для увеличения потенциала критических попаданий и урона. Скорость необходима для общей маневренности Пожирателя Луны и более быстрого чередования умений. Процент атаки влияет на общий урон и должен учитываться, хотя и с несколько меньшим приоритетом, чем крит статы. Сосредоточьтесь на оптимизации коэффициента крита и крит урона как основных подстатов, а затем атаки в процентах и скорость для получения хорошо сбалансированных статов. Помните, что приоритеты конкретных подстатов могут поменяться в зависимости от имеющегося снаряжения и желаемого баланса для вашей сборки Пожирателя Луны. Итоговые показатели для Пожирателя Луны. Сила атаки от 3500 единиц. Скорость от 120 единиц и выше. Восстановление энергии от 120% и выше. Остановитесь на базовых значениях, если в отряде есть герой, способный восполнять энергию, например, Тинь Юнь или Хо-Хо.
Шанс критического попадания и критический урон. Поддерживайте соотношение 1 к 2. Пример. 50% шанса критического попадания равен 100% критического урона. Стремитесь к показателю шанса критического удара не меньше 70%, особенно если набор планарных украшений требует определенного процента для активации бонуса, например, звездистая арена. Повышайте критический урон как можно чаще для получения оптимального урона. Примечание. Эти рекомендуемые показатели являются сбалансированной основой для общей эффективности Пожирателя Луны. Их можно корректировать в зависимости от конкретного снаряжения, бонусов комплекта и индивидуальных предпочтений игрового стиля. Приоритет отдавайте шансу критического попадания и критическому урону, чтобы максимизировать потенциал урона Пожирателя Луны, особенно если учитывать бонусы от конкретных сетов.